Здравствуйте, товарищи! Я долго откладывал просмотр японского аниме «Атака Титанов», но начав всего за одну неделю, практически залпом проглотил все 4 сезона. И как человек не чуждый культурологии, истории и политики, с уверенностью могу сказать, что этот мультфильм, пожалуй, одно из главных антивоенных произведений массовой культуры современности и по идейному наполнению, и, конечно же, по невероятному охвату аудитории во всем мире. Прежде я неоднократно пытался начать просмотр. Я был наслышан о культурном значении и заслуженной популярности мультсериала и одноименной манги Хадзимы Исаямы, букве которой, кстати, аниме следует практически дословно. Но, к сожалению, меня хватало максимум на несколько минут начала первой серии и на вступительные титры. Дело в том, что где-то глубоко в фундаменте моей картины мира лежит курс физики, который со школьных лет никуда не делся. Более того, естественно-научная картина мира продолжала и продолжает дополняться, играя ключевую роль в моем восприятии окружения. Именно поэтому герои, которые летают среди деревьев на тоненьких тросиках и режут человекоподобных великанов чем-то вроде гигантских канцелярских ножей, с первых кадров вызывали у меня отторжение. И это отторжение, кстати, никуда не делось и сейчас. Сразу замечу, что ценю я этот мультсериал вовсе не за эффектные бои и не за зрелищную фантастическую составляющую, хоть этого в аниме и предостаточно. Зрелищность — это всего лишь яркая обертка, которая позволяет доносить до сознания массового зрителя некие идеи. И вот эти идеи, идеи гуманизма, идеи братства, идеи антимилитаризма и антиимпериализма — это то, что для меня является наиболее ценным в мультсериале «Атака Титанов». Если среди ваших знакомых или родственников есть такие, кто видит за границами своего региона исключительно врагов и нелюдей, которых пренепременно нужно завоевать или даже истребить, то «Атака Титанов» поможет им посмотреть на себя со стороны. Надеюсь, такой взгляд позволит вернуть хотя бы кому-то немного человечности, которую мир сейчас стремительно теряет. Но и сами идеи не зацепили бы меня так сильно, если бы не великолепная форма, в которую они облечены. И речь опять же не о боях, полетах и всяческой фантастике. Мультсериал является настоящим интеллектуальным пиром для любителей европейской культуры, мифологии и истории. Даже удивительно, как молодой японский автор смог настолько глубоко проникнуть в неродную для него тему. Дело в том, что Хадзиме Исаяме в 2006 году, когда он начал работу над «Атакой Титанов», было всего 20 лет. И к этому возрасту не все наши современники, к сожалению, научаются шнурки правильно завязывать и, задницу вытирать. А Хадзиме уже имел замысел довольно сложного и глубокого произведения, к тому же в антураже далекой для него Европы. В статьях об авторе манги я часто сталкивался с информацией о том, что Исаяма якобы отрицает какое-либо прямое влияние конкретных произведений на его творчество. Даже если так, человек — это всегда продукт культуры. А талантливый человек к тому же является чувствительным проводником культуры. Он больше других людей открыт к впитыванию самых разных знаний. И он может интерпретировать и транслировать воздействующую на него информацию, не всегда и не обязательно осознавая до конца, что конкретно он транслирует и из какого источника черпает. Такую бессознательность можно сравнить с навыком говорения. Говорение на родном языке, которое у большинства людей воспринимается как нечто естественное. По крайней мере до тех пор, пока человек не начинает изучать еще один язык и не понимает в сравнении, что любой язык является условностью, всего лишь посредником, а не неотъемлемым свойством окружающих предметов и явлений. Признаюсь, перебороть первое отрицательное впечатление от аниме мне удалось во многом благодаря многочасовому разбору товарища Реми Майснера и товарищей из Дхармы 1937. Что тут сказать? Не всегда, когда кому-то не нравится сказочность происходящего на экране, своеобразная анимация, нереалистичные спецэффекты или даже попсовое исполнение музыки заставок кинопроизведения, следует сразу сворачивать просмотр. Есть риск проглядеть настоящее сокровище, пусть оно и будет в непривычной форме. Кстати, музыка в «Атаке Титанов», если ее правильно исполнить, просто великолепна. Послушайте, например, исполнение Grisini Project. В их исполнении отдельные темы напомнили мне и духовную музыку Иоганна Себастьяна Баха, революционные сочинения Людвига ван Бетховена и эпические оперы Рихарда Вагнера. Но я не настолько хорошо знаком с историей музыки, чтобы досконально разбирать мелодические реминисценции. Что очевидно, во всяком случае для меня, это почти точное воспроизведение отрывка в пещере горного короля Эдварда Грига в композиции The Rumbling.
Итак, «Атака титанов» не только обличает ксенофобию и милитаризм, а нужно сказать, что аниме это делает прямо и беспощадно, но и дарит истинное культурологическое наслаждение. Сюжеты и сцены произведения отсылают ко многим ключевым европейским мифам, легендам, историческим ситуациям и знаменитым произведениям искусства. В настоящем материале я поделюсь только наиболее яркими культурными ассоциациями, отпечатавшимися в моей памяти при первом просмотре. И все сказанное не претендует на абсолютную истинность. Это лишь одна из интерпретаций. Но есть мнение, что художественное произведение вообще существует только в форме диалога между тем, что создано автором, и тем, что усвоено зрителем, читателем или слушателем. А строится этот диалог на совпадении багажа опыта и знаний обоих. Уверен, если взяться за внимательный просмотр «Атаки титанов» с карандашиком в руке, удастся обнаружить гораздо больше. Но оставлю это удовольствие на будущее. К тому же надеюсь, что вы, дорогие товарищи, в комментариях поделитесь вашими наблюдениями и находками. Кто знает, возможно, и хватит на еще один материал по «Атаке титанов». Поэтому не стесняйтесь проявлять ваши человеческие свойства. Лично мне приятнее жить в окружении интеллектуально развитых, способных на диалог и сотворчество личностей, чем среди безмозглых титанов. Обратимся же наконец к увиденному в «Атаке титанов». Должен предупредить, что без раскрытия части сюжета я, к сожалению, обойтись не смогу. Поэтому рекомендую сначала насладиться просмотром аниме или чтением манги, а потом возвращаться к нашему материалу. Итак, в основе повествования лежит европейская и, прежде всего, германо-скандинавская мифология. Подобно скандинавскому Одину или Вотану, как его называли германцы, герои аниме, часто приобретая мудрость, жертвуют за это один глаз. Верховный бог скандинавской воинской аристократии вообще, как и герой аниме, стремился к познанию. Он, например, 9 дней провисел прибитый собственным копьем к мировому древу, чтобы постичь мудрость рун. Кстати, число 9 не раз встретится и в аниме, как и в мифах германцев. Один похитил у великана Гутунга мед поэзии, изготовленный из крови мудрейшего из существ, Квасира. Собственно, свой глаз Один отдал великану Мимиру, охранявшему источник мудрости у корней мирового древа. По одной из версий, глаз Одина, помещенный в воды источника, как раз и стал причиной чудодейственной силы источника. Другим скандинавским персонажем, отразившимся в «Атаке титанов», можно считать змея по имени Нидхёгг. Это один из 3 великих драконов, который обитал у корней мирового древа. Подобное существо становится в аниме источником способностей титанов. Этот змей, как его можно назвать, похожий на позвоночник с торчащими ребрами, также был найден в пещере под огромным деревом. Многие герои «Атаки титанов» так или иначе повторяют сюжеты мифов о противостоянии германо-скандинавских богов с великанами. Не раскрывая подробностей, есть в повествовании и своя версия бога войны Тюра, теряющего руку при попытке пленить огромного волка Фенрира. Есть и непримиримый борец с великанами, непобедимый бог грома Тор. Есть и трикстер Локи, подыгрывающий то одной стороне противостояния, то другой, но тем самым приближающий гибель мира, Рагнарёк, или Гул Земли по версии «Атаки титанов». Интересно, что в видении Гюльви гибель мира описана очень похоже на то, что показано в аниме. Из окруженного пламенем царства света и жара зашагает огненный великан Сурт во главе злобных существ. Он победит асов и сожжет мир. Само место действия первых сезонов похоже на центральноевропейскую страну, в которой смешиваются германские, западнославянские, североитальянские, восточнофранцузские и даже испанские культурные особенности. Последнее возможно, учитывая общую для немцев и испанцев династию Габсбургов, обеспечивавшую возможность плотного культурного обмена на протяжении нескольких сотен лет. Порадовало и хорошее знание художниками аниме центральноевропейской архитектуры. Здесь и узкие улочки городов, окруженных каменными стенами, со специфическими домиками, так называемыми фахверками. Это такие постройки, в которых над первым каменным этажом, где могло располагаться место работы местного жителя, надстраивается более легкая конструкция с деревянным каркасом и глиняным или кирпичным заполнением стен. Отсюда, кстати, традиционное для многих европейских стран исчисление этажей. Первым называется первый жилой, то есть второй по счету этаж, а тот, что находится под ним, имеет собственное название. В немецком языке это, например, Erdgeschoss, буквально этаж на земле. В польском Parterre, от французского parterre, на земле. Радуют и заброшенные ко времени описанных событий готические замки, которые тоже присутствуют в аниме. Например, в одном из таких некогда располагалась штаб-квартира местного передового отряда человечества, который называется разведкорпусом.
или, как нам больше нравится, исследовательским корпусом. Такой вариант перевода, на наш взгляд, лучше передает суть деятельности подразделения. В другом похожем замке с узнаваемым названием Утгард в одном из эпизодов укрываются бойцы разведкорпуса, преследуемые титанами, гигантскими человекообразными людоедами. Напомним, что в германо-скандинавской мифологии Утгардом назывался внешний по отношению к человечеству, то есть к Мидгарду, мир, населенный великанами и прочей сволочью, не подчиняющейся воле богов, которые в свою очередь населяли Асгард. Само место действия первых сезонов похоже одновременно и на платоновскую Атлантиду, и на нанизанный на мировой ясень Игдрасиль концентрические миры с Асгардом в кроне. В финале, к слову, появится и само мировое древо, объединяющее ту часть человечества, которую в аниме называют элдийцами, или народом Ymir. Этот народ мистически связан с прародительницей всех титанов, по имени, собственно, Ymir. Напомним, что имя Ymir носил гигант из германо-скандинавского мифа о сотворении мира. Этот гигант был первым живым существом, от которого произошли и боги, и великаны, и люди. Как и во многих других мифах о сотворении мира, про индоевропейского происхождения, Ymira убили его дети. Из частей тела гиганта они создали землю, горы, реки, леса, небесный свод, облака, все материальное, что есть в мире. Как и в прочих системах представлений про индоевропейского корня, существующий мир германо-скандинавской мифологии изначально порочен, ибо он зиждется на преступлении, на убийстве. Похожая идея лежит и в мифологии народа Ymir Атаки Титанов. Этот народ, во всяком случае, до поры надежно был укрыт за 3 гигантскими стенами с европейскими женскими именами Сина, Роза и Мария. Стены названы в честь дочерей Ymir, которые съели труп своей матери, чтобы заполучить ее способности. Впоследствии в мире аниме существовало 9 титанов, поделивших между собой силы прародительницы, поэтому число 9 повсеместно присутствует в геральдике элдийцев, вплоть до 9-конечной звезды, местного аналога звезды Давида. Ровно столько же миров создали из тела великана Ymира скандинавские боги асы. Если я не ошибаюсь, в антропологии некогда считалось, что в основе человеческого общества, человеческой цивилизации лежат 2 первичных запрета, табу. Это запрет на инцест и запрет на каннибализм. Именно с этого человечество может отсчитывать свою цивилизованность. Но об отражении этого в европейских космогониях скажем чуть позже. Пока только запомним сюжет с поеданием титанами друг друга. Как и в германо-скандинавской мифологии, в Атаке Титанов гигантские стены ограждают мир человечества от ужасов внешнего хаоса, прежде всего от титанов, единственным смыслом существования которых является уничтожение людей. Так миф закольцовывается. Элдийцы, страдающие от титанов, несут в себе расплату за грехи прошлого. Даже больше, чем кажется, как выяснится в последнем сезоне аниме. Помимо нечеловечески огромных стен, ограждающих гигантскую сельскую территорию, собственные стены в аниме есть и у городов, как и в средневековой Европе. Сами города расположены не как бог на душу положит, а регулярным образом, по 4 сторонам света. Этому в сюжете есть объяснение. Нетрудно посчитать, что городов таким образом получается 12, то есть по 4 у каждой из 3 стен. В скандинавском Асгарде было ровно столько же тронов для богов и 13 для Одина. В аниме 13-й город находился в центре. Он предназначен для местных социальных паразитов в виде короля, его прихлебателей и местного аппарата насилия, военной полиции, у которой весьма широкие полномочия. Как и в средневековых европейских городах и в некоторых современных мегаполисах, чем дальше от центральной крепости, тем беднее и бесправнее население. Самое дно общества в Атаке Титанов живет буквально на дне, то есть в пещерах под городами, не видя белого света. Впрочем, из европейских романов, например, великого Виктора Гюго, мы можем узнать, что такое положение дел также могло быть характерным для крупных европейских городов с их разветвленными клаками, канализациями или катакомбами. Разительно отличается и архитектура богатых и бедных районов. Дворцы центральных городов выдержаны в стиле классицизм, или неоклассицизм, как его еще называют. В Европе этот стиль был очередной попыткой возвращения к античной строгости после излишеств и искажений позднего барокко. Классицизм в культуре стал отражением развития бюрократического государства с его системным и массовым принуждением, пришедшим на смену феодальному, индивидуальному и прямому. В науке классицизм опирался на механистические представления о мире как о сложно устроенной машине. В этом смысле центральный город «Человечество за стеной» в аниме «Атака Титанов» выглядит как типичная метрополия империи 19 века. В своем культурном развитии и эстетике центр сильно опережает периферию, находящуюся с центром в отношениях так называемого неэквивалентного обмена. Этим термином ученые-мужи обычно драпируют простое слово «грабеж».
Еще более современную, даже относящуюся к модерну 20 века архитектуру внимательный зритель может заметить в последнем сезоне. Также глазу предстанет развитая промышленность в стиле неоготика. Это гигантские заводы, подобные средневековым храмам, но в которых широко используются металлические несущие конструкции и бетон. Они пришли на смену средневековому камню. Эти колоссальные постройки начала 20 века стали прообразом небоскребов и гигантских стадионов. Заметны в аниме и передовые для начала 20 века достижения фортификации, особенно это видно в частях, посвященных Марли. Но для меня настоящей жемчужиной атаки титанов стали отсылки к работам гениального испанского архитектора Антонио Гауди. Гауди на основе неоготики конца 19 века разработал свой неповторимый эстетический стиль. От богато украшенных, стремящихся ввысь неоготических дворцов, Гауди перешел к нелинейным, стремящимся во все стороны искривленным поверхностям. Его постройки все больше и больше напоминали живые ткани, сплетение мышц, сухожилий и костей. Именно так в аниме выглядят продукты способности отвердения, из которых некоторые титаны способны возводить стены. Также выглядят стены подземного убежища местного Николая II с его невинно убиенным семейством. Не думаю, что Хадзима имел в виду именно подвал Ипатьевского дома, потому что монархи, допекшие своих подданных, повсеместно и регулярно заканчивали свои жизни подобным образом. На элементы архитектуры Гауди похожи и другие произведения способностей отдельных титанов, например, молотобойца. Да и сами части тел титанов напоминают его архитектуру, что наиболее наглядно явлено в финальном эпизоде. Здесь следует упомянуть еще одну характерную черту германо-скандинавской мифологии, отмеченную, помимо прочего, в сюжетах Толкина, который также вдохновлялся ей. Великаны, тролли и прочие нечеловеческие существа могли превращаться в скалы, камни, горы и прочие природные объекты. И здесь речь не только о способности отвердения у отдельных титанов, но и о других сюжетах аниме. Например, одна из героинь пробыла несколько десятилетий в спячке, превратившись в холм. Вообще похоже, что титаны в первых сезонах представляют собой метафору стихии, непонятных и потому враждебных человеку сил природы. Поэтому основной способ борьбы за существование человечества – это не резня титанов, а познание неизведанного, расширение границ мира, освященного разумом, чем и занят в аниме передовой отряд человечества, разведкорпус. В этой связи можно отдельно поговорить о фрейдизме последних сезонов, когда возникает необходимость познания той же стихии, что была снаружи, но уже внутри себя. Но оставим эту обширную тему для будущих материалов, если, конечно, наша работа найдет отклик в вас, дорогие товарищи. Поэтому не стесняйтесь поддерживать наш труд и распространять наши материалы. Это позволит нам не опускать руки и продолжать создавать для вас нечто полезное. Итак, помимо германо-скандинавских корней, европейская культура закономерно произрастает и из античности, древнегреческого и древнеримского наследия. И древний миф об Атланте или Атласе, титане, восставшем против богов Олимпа, которому в наказание поручили держать на плечах небо, является сквозным для европейской культуры. Существуют разные мифы об этом титане, в частности связывающие его и с Атлантидой, на которую отдаленно похож мир человечества за стеной в аниме. Но нам наиболее интересно его скульптурное воплощение. Воплощенный в камне, металле или дереве образ здоровенного мужика, удерживающего на плечах огромный вес, проходит через всю европейскую историю. Его же мы видим в атаке титанов. Да и некоторые так называемые разумные титаны напоминают больше статуи идеальных античных богов, что усугубляет их уже упомянутая способность полностью или частично отвердевать. Отдельного упоминания заслуживает способность владельцев разумных титанов покрывать себя непроницаемым защитным кристаллом. Это отсылает к архетипическому средневековому народному сюжету о красавице, спящей беспробудным сном в хрустальном гробу. В литературной форме это и Белоснежка братьев Гримм, и сказка о мертвой царевне и 7 богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Другая сказка, которая напрашивается при просмотре первых сезонов, это «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Николаевича Толстого, который является глубокой литературной переработкой сказки Карла Коллоди «Приключения Пиноккио». Сюжет с золотым ключиком и заветным секретом в каморке отца одного из героев «Атаки титанов» растягивается на несколько сезонов. Аниме также изобилует героями с тяжелыми судьбами. Одна из сцен о ребенке, умирающем от голода в комнате с остывшим трупом его матери, почти дословно воспроизводит отрывок из рассказа Федора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке», материал о котором есть на нашем канале. Очевидно, влияние на облик, поведение и смысл титанов в аниме картин еще одного моего любимого испанского творца
Франциско Гойи. В европейской живописи тема Сатурна, пожирающего своих детей, и вообще темы античной космогонии были довольно популярными. Здесь-то мы и вернемся к упомянутой ранее темам инцеста и каннибализма. Сатурн, или Кронос в греческой традиции, по научению своей матери, богини Земли Геи, оскопил своего отца, бога неба Урана. Чтобы не повторить судьбу отца, предсказанную ему Ураном, Кронос стал поедать своих детей, рожденных от сестры Реи. Но Рея вместо одного из сыновей подсунула Кроносу камень, а ребенка, будущего бога Олимпа Зевса, спрятала. Возмужавший Зевс, в свою очередь, оскопил Кроноса и заставил его изрыгнуть остальных богов, своих братьев и сестер. А где же здесь титаны, спросите вы? А вот титаны и боги у греков — это практически одно и то же. Только те, кто поддержал Зевса, стали богами, а все остальные порождения более древних богов — титанами, низвергнутыми богами-олимпийцами в Тартар. Это темная бездна, находящаяся ниже царства мертвых у греков. Занятно, что в аниме есть указание на поклонение людей титанам в древности. На античные темы широко известны картины фламандского художника Питера Пауля Рубенса, такие, например, как «Падение титанов» или «Сатурн, пожирающий своего сына». Но по идейному содержанию и по эстетическому воздействию картины Франциско Гойи нам кажутся гораздо ближе к изображенному в «Атаке титанов». Испанский художник, как продолжатель традиции романтизма, достаточно вольно обращался с античным наследием. Его Сатурн абсолютно лишен разума. Это дикое существо, только формально напоминающее человека. Сатурн Гойи разрывает плоть на куски, в отличие от мифического, который поглощал детей целиком. Стоит упомянуть, что Сатурном картину назвали после смерти художника. Сам он не давал ей никакого имени. Она была написана на стене в столовой его последнего дома в 1820-е годы, перед смертью художника. Сатурн входит в так называемую серию черных картин. Все они не предназначались для публичного показа и, вероятно, отражали жизненный опыт Франциско Гойи, пережившего и ужасы наполеоновских войн, и жестокие политические гонения испанской монархии и клерикалов на свободомыслящих людей. Антивоенный посыл и обличение жестокости и невежества роднят работы Франциско Гойи с аниме «Атака титанов». В 1808 году испанский художник создал серию из 82 гравюр, изображавших ужасы войны. Подобным образом войну изобразили и художники аниме. В статьях об источниках вдохновения Хадзимы Исаяма часто приводят картину Франциско Гойи «Колосс». На ней мощная гигантская фигура, готовящаяся к поединку, отделена горной грядой от переднего плана с разбегающимися в панике людьми. Вероятно, «Колосс» был аллегорией народной войны против французской оккупации, но нам кажется не менее влиятельным, во всяком случае в идейном плане, и другие работы художника. К упомянутым практически репортажным зарисовкам бедствия войны можно добавить картину «3 мая 1808 года в Мадриде», на которой изображена сцена расстрела местных жителей французскими оккупантами. Аниме и картины Франциско Гойи роднит нечто большее, чем использование зловещих гигантских фигур. Это больше честное изображение взаимного озверения сторон и бессмысленной жестокости войн. Сцены ужасов и разрушений в мультсериале также вызывают ассоциации и со знаменитой Герникой, близкого нам по прогрессивным взглядам художника испанского происхождения Пабло Пикассо. В статьях об «Атаке титанов» говорится, что репродукция этой картины была в юности у Хадзимы Исаямы в комнате. Гигантское, почти 8-метровое полотно, написанное маслом в черно-белых тонах, было ответом Пикассо на бесчеловечную бомбежку фашистами небольшого города в испанской Басконии. В ходе гражданской войны фашистский лидер Франко санкционировал уничтожение Герники добровольческим легионом Третьего рейха Кондор. Бессмысленная жестокость, с которой нацисты уничтожали мирный городок, тогда, в 1937 году, поразила весь мир. Даже существует и исторический анекдот о том, что в оккупированном Париже к Пикассо пришли немецкие офицеры и, указав на репродукцию Герники, спросили: «Это вы сделали?» «Нет, это вы сделали», — ответил художник. Но Герника стала только репетицией еще больших ужасов. Геноцида, возведенного в норму, стирание с лица земли огромных городов, превращение целых регионов в безжизненную помойку, а целых народов в рабов капитала. То есть бесчеловечных норм того мира, в котором мы продолжаем жить и сейчас. Поэтому Герника Пабло Пикассо — это актуальное антивоенное произведение, а искаженные и искалеченные образы картины Пикассо закономерно нашли свое отражение и в антивоенной «Атаке титанов». В аниме воспроизведен не только опыт сплошного выжигания мирного пространства при ковровых бомбардировках, но и болезненный для Японии и позорный для человечества опыт уничтожения Хиросимы и Нагасаки американскими ядерными бомбами.
Большинство титанов в аниме — это неразумные, гигантские, похожие на людей только внешне существа с нечеловеческой физиологией. Они функционируют от солнечного света, быстро регенерируют, не нуждаются в пище, а людей потребляют только ради убийства. При переполнении полости внутри себя титаны отрыгивают все, что осталось от тел жертв. Таким образом, титаны похожи и на всяких кайдзю, вроде популярной в мире Годзиллы, и в большей степени на биомашин, что роднит их с любимыми в японской анимации гигантскими человекоподобными роботами. Известный в Японии западный кайдзю Кинг-Конг, кстати, тоже получил свою версию в «Атаке титанов». Разнообразие форм разумных титанов, явленное в финале, поражает. Здесь и крылатые, и зооморфные существа. Подобные же изображения богов были свойственны древним цивилизациям. Есть версия, что по мере подчинения человеком природы себе, люди все больше верили в собственные силы. И это нашло отражение в мифологии. Старые зооморфные, то есть звероподобные боги, были переведены в ранг чудовищ, вроде Минотавра. А новые антропоморфные боги и герои зачастую в мифах побеждали этих чудовищ. Но вот дебильные лица большинства обычных титанов из аниме вызывают иные ассоциации. Они будто списаны с лиц обывателей, кистей моих любимых голландцев Иеронима Босха или Петера Брейгеля. Посмотрите хотя бы на мерзкие морды персонажей, окружающих Христа на картине из Гента «Несение креста». В этом свете новыми красками играет тирада одного из командиров разведкорпуса об отсутствии воображения у большинства мещан. Мещан, через недовольную толпу которых обыкновенно уходят лучшие, особенные, настоящие люди, чтобы пожертвовать собой ради хотя бы небольшого прогресса человечества, благодаря чему обыватели, даже не способные оценить этой жертвы, могут продолжать свое спокойное, но унылое существование. Их командующий опять вернулся один. Только и умеет, что бросаться вперед. Кит! Карла, что за малыш? Эрен, это мой сын. Наша весточка до вас не дошла. Муж за вас волновался. Да, прости. Вы так и будете служить до самой смерти. Может, хватит? Знаешь, почему большинство людей доживают до старости, ничего не добившись? Прежде всего, им не хватает воображения. Вот почему они не стыдятся, что ничего не достигли в жизни и только загадили наш мир. Способны они на подвиг? Нет. Такие люди даже оценить его не смогут. Даже это им не по силам. Особенно той, что не нашла ничего лучше, чем улыбаться мужикам в таверне и таскать им выпивку. В финале аниме это сближение обывателей и титанов станет еще очевиднее. Если же говорить о живописи, то финальная история лично у меня вызывает еще ассоциации с библейским сюжетом о Юдифе и Олоферне, воплощенном, например, на картинах Караваджо. История эта повествует об обезглавливании вавилонского военачальника Олоферна, который осадил иудейский город. Местная богобоязненная вдова Юдифь надела красивые одежды и пришла соблазнить Олоферна. Когда он напился, женщина отрезала ему голову и сбежала в город. Осада была снята, а город спасен. Также кадр с поцелуем в финале напомнил мне картину «Поцелуй Иуды» другого итальянца Джотто. Но здесь, конечно, параллели уже весьма натянуты. Они имеют более эстетический характер. Но «Атака Титана» интересна отсылками не только к древнему искусству. В одном из эпизодов исторической драмы Стивена Спилберга «Список Шиндлера» о Холокосте на общем черно-белом фоне появляется девочка в красном пальто. Так, среди тысяч трагедий краковского гетто, которые рискуют для зрителя слиться в обезличенную массу, нам предлагают обобщающий пример, выделенный цветом. Подобный прием, но с другим символическим значением, можно увидеть в финале «Атаки Титанов». Погибающие люди проявляют человечность, спасая ребенка. Аналогии с судьбой евреев в 20 веке и судьбой народа Эмир в «Атаке титанов» очевидны, но в аниме элдийцы совмещают в себе одновременно черты и исторических германцев, и исторических евреев. Древняя история народа Эмир – это явная отсылка к разрушению Римской империи в результате великого переселения народов и завоеваний варварских королей. Как и в аниме, исторические германские и скандинавские завоеватели основали правящие династии почти во всех королевствах Европы. В аниме, кстати говоря, дом Тайберов, элдийцы по происхождению, правит Марли, страной, которая вроде бы как
ненавидит элдийцев. Но вот в аниме завоеватели со временем отказываются от войн. В результате расселившиеся по всему миру в прежние времена элдийцы становятся повсюду людьми второго сорта, на которых возлагают вину за поступки их предков. Так из агрессоров элдийцы превратились в жертв. Мы знаем и обратные метаморфозы. И не только в аниме. Капиталисты и милитаристы по всему миру накачивают население пропагандой об исторических землях, обидах и прочей чуши, которая не имеет никакого реального отношения к ныне живущим. В этой связи интересно рассмотреть географию мира Атаки Титанов. Исаяма перевернул реальную Землю и зеркально отразил ее. Таким образом, основные действия перенеслись из реального Средиземноморья в вымышленный Индийский океан. А элдийский аналог Атлантиды оказался на острове Парадис. Это отраженная копия реального Мадагаскара. Но как связаны Мадагаскар, германцы и евреи? Именно на этот остров в 30-е и 40-е годы нацисты разных стран планировали принудительно переселить из Европы всех евреев. Прежде подобный план, но с переселением в Уганду, появился у британцев, потом у польских нацистов, а за ними и у немецких. Есть и более тонкие и неочевидные отсылки к сценам из фильмов, чем история с красным пальто в гетто. Игры с памятью и игры с современными линиями в аниме напоминают разные произведения, но сцена с превращением элдийцев в титанов на стене в порту Парадиза по своему цвету, композиции и даже некоторым идеям напомнила сцену из художественного фильма «Ванильное небо». Эта картина 2001 года является американским ремейком испанского фильма 1997 года «Открой глаза». Учитывая сцены возврата к прошлым, но стертым из памяти участников событиям в аниме, аналогия дополняется. И во всех этих сценах нарисовано ванильное небо. Также двое из главных героев аниме своим стремлением увидеть море напомнили мне Руди и Мартина из немецкого фильма «Достучаться до небес» 1997 года. А кадры боевых действий, маршей, пролетов дирижаблей очень похожи на кадры хроники Первой мировой войны, особенно в раскрашенном Питером Джексоном варианте. Что ж, есть, конечно, и много того, что я упустил. Надеюсь, вы подскажете в комментариях. Есть и темы, которые я не стал трогать намеренно из-за их объемности. Это и тема судьбы, свойственная и для греческой трагедии, и для германо-скандинавского эпоса. Это и идея Льва Николаевича Толстого в «Атаке титанов», материал о влиянии которого на Японию есть и на нашем канале. Это и тема понимания свободы и необходимости в рассмотренном аниме. Это и общие черты разведкорпуса с партией большевиков, а егеристов с нацистами. И как небольшая фраза за стеной смогла сделать реакционным прогрессивный лозунг «Отдать свое сердце за человечество». А также как это связано с творчеством Максима Горького. Идей, требующих проработки, много. И если этот материал будет интересен широкой аудитории, то поговорим и о них. Поэтому проявляйте активность. Только так вы сможете формировать ту действительность, в которой будете жить. Небольшой постскриптум. В следующем блоке я поделюсь личным опытом. Возможно, информация в нем не так полезна, поэтому решайте сами, нужно это вам или нет. Речь пойдет о связи Атаки Титанов и пьянства. Впервые увидев, как изображены неразумные титаны, я почувствовал, что где-то это уже видел. Эта устойчивая мысль преследовала меня на протяжении всех 4 сезонов, а в финале она практически подтвердилась. По сюжету «Атаки титанов» элдийские военнослужащие серьезно налегают на алкоголь, и это показано довольно достоверно, как и все, что касается жизни внутри воинских подразделений. Это я могу точно подтвердить, как кадровый офицер запаса с 17 годами службы за плечами. Знания Хадзимы Исаямы и многих тонкостей взаимоотношений воинских коллективов просто поразительные, особенно учитывая то, что он, насколько мне известно, не служил. Когда упившееся вином подразделение одного из героев аниме обратилось в титанов, я решил, что этому отличному, в принципе, командиру, только чуть отпустившему дисциплину, конец. И даже немного возмутился, что так бестолково из-за каких-то пьяниц погибнет один из всеми любимых персонажей. А зная мир Атаки Титанов, где все не менее смертны, чем в «Песне льда и пламени» Джорджа Мартина, этого вполне можно было ожидать. Сразу вспомнил военные присказки: «Куда солдата не целуй, везде жопа». И неозадаченный солдат – это потенциальный преступник. Дело в том, что на протяжении всех 17 лет службы я наблюдал в самых разных подразделениях, частях и даже министерствах повальное пьянство. Мне удалось получить богатейший опыт социологического, психологического и антропологического изучения алкоголизма. Я видел разных по типу психики и по биографии людей, которые спивались, и разные стадии алкоголизма, синхронно и в динамике. Я видел людей, допившихся до того, что их печень перестала отфильтровывать алкоголь, и они теряли сознание буквально от одной рюмки. Эта стадия приходит как раз после той, на которой пьяницы заливают в себя алкоголь бутылками и при этом держатся геройски, потому что организм
уже перестал воспринимать алкоголь как яд и выводить его с рвотой. Я наблюдал, как вполне приличные люди, вызывавшие в прежние годы своими поступками уважение, превращались со временем буквально в скотов. Для них переставали существовать семья, друзья, исчезало чувство ответственности за кого-то, да и за себя тоже. Они теряли способность к эмпатии, состраданию. Существовал для них только гараж, собутыльники и выпивка. Алкоголь уничтожает нейронные связи в мозге, и люди на глазах не только становятся глупее, они теряют навыки социализации, они перестают испытывать хоть какие-то чувства к ближним. Родственникам, друзьям, которые еще помнят, какими хорошими были эти люди, трудно понять, что все лучшее алкоголь уже убил, а перед ними не родной человек и даже уже не вполне человек. Перед ними ходячая кишка с простейшими физиологическими потребностями. Прямо как Титаны в аниме, кстати. Так, например, в сюжете с матерью одного из членов разведкорпуса, знакомая ему родственница, мама, да, превращается вот в это вот существо. Только Титанами в аниме становились насильно, а спиваются вполне себе добровольно. Моим сослуживцам я объяснял отсутствие всякого интереса к участию в попойках примером из передач об изучении обезьян, которые я смотрел в детстве. В мире животных, там, да, Animal Planet какой-нибудь. Вот среди человекообразных годами может жить исследователь. Со временем обезьяны, это могут быть гориллы, шимпанзе, орангутанги, даже могут привыкнуть к присутствию исследователя. Они даже могут выделить ему определенное место в собственной иерархии, то есть признать его своим членом их там сообщества. Но от этого исследователь не перестанет быть человеком и не станет обезьяной, чтобы последние об этом не думали. Так вот, дебильные лица титанов будто срисованы с опухших от беспробудного пьянства алкоголиков. Да и тела с раздутыми животами, на кривых ножках, впалой грудью, рыхлыми ручонками очень похожи на то, во что превращаются алкоголики. Офицеры во времена моей службы обязаны были минимум раз в год для подтверждения классной квалификации сдавать физическую подготовку. А военная форма была пошита так, что не было видно на протяжении года вот этого, да, во что превращается тот или иной ее носитель. Каково же было мое удивление, когда на одних из учений офицеры управления одного воинского крупного объединения оказались со мной в бане. На учениях мы работали в полевых условиях, поэтому мылись в обычной солдатской бане с общими вот этими помещениями, да. Ну что сказать, это просто был цирк уродств. Я не знаю, как большая часть из этих людей не то что физическую подготовку ежегодно сдает, а просто передвигается, вообще свою тушу носит и не задохнулся еще от ожирения, не знаю, которое давит на остатки грудной клетки. И вот титаны в аниме не нуждаются в еде, такой вот замечательный кусочек, штришочек, как и многие алкоголики. Со мной в командировке, например, был один капитан, который за более чем 60 суток трезвым был дней 5. Он не ел, то есть вообще ничего не ел, он только пил. Алгоритм его поведения выглядел следующим образом. То есть он встает с койки, вот мы в общем вагончике живем, он встает с койки, перед ним заготовлены 3 стакана. В первый он наливает спирт, разбавляет спирт водой. Во втором уже заранее заготовленная смесь спирта и воды. Он ее выпивает, запивает газировкой из 3-го стакана, там тархун какой-нибудь, колокольчик, наливает новую запивку. Выходит оправиться, покурить, возвращается, ложится спать. Часа через 1,5 он снова встает, и процедура повторяется. И так 2 месяца. Так, за редким исключением, он вот валяется, воняет. Поэтому примерно через неделю командировки он потерял коммуникационные способности. И в его лексиконе осталось меньше фраз, чем у Элочки-людоедки. Это в основном были 3. «Сделай красиво», «Для пацанов». Ты все сказал? На этом все. Больше он ничего не мог из себя выдавить. Со временем даже силой пришлось заставлять его есть и мыться. То есть мы распределялись, да, там назначали дежурство, чтобы отвезти его в столовую и проконтролировать, чтобы он что-нибудь пожрал. Потому что ему кроме водки ничего не надо было. Он пил на пустой желудок постоянно. Как и титаны. Я вам еще упомяну, что этот человек был авиационным техником, авиационным специалистом, который обслуживал авиационные борта. И после службы в авиации я точно знаю, кто, в каком состоянии и как ее обслуживает. Поэтому я бы не рекомендовал летать военными воздушными судами. Такие истории, кстати, я могу рассказывать часами, но нужно вернуться к нашим титанам. Еще одна характерная черта титанов в аниме – это их бесполость, что соответствует народной присказке. Кто с водкой дружит, тому половой орган не нужен. И учитывая все вышесказанное, я
точно понимал, что в атаке титанов упомянутого в начале героя окружают уже не его сослуживцы. От них ничего не осталось. Они уже не люди. И как с пьяными скотами, с ними уже ни о чем нельзя договориться. Они понимают только грубую силу. Каков же был мой восторг, когда капитан Леви Акерман сделал именно то, что было нужно, то, что должен был сделать командир подразделения. Но все стало на свои места окончательно, когда в одной из статей я узнал, что сходство титанов и пьяниц — это не моя фантазия. В юности оказалось, что Хадзима Исаяма подрабатывал в интернет-кафе. Часто к нему заваливались пьяные мрази, которые были крупнее, чем он, вели себя агрессивно, а договориться с ними было невозможно, потому что у них мозг отключался. Но в обязанности Исаямы входило их как-то выпроваживать. Впоследствии как раз этот опыт автор манги использовал в создании неразумных титанов. Ну что ж, товарищи, не становитесь титанами, будьте настоящими людьми. Это высшая из известных форм существования материи. И оставайтесь на связи.